Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим пастбищную титанию коров. Это заболевание достаточно часто встречается у высокопродуктивных коров где-то первые 2-14 суток после выгона их на пастбище. При возникновении этого заболевания у коров снижается аппетит, наблюдается необычное поведение, животные становятся пугливыми, отделяются от стада, часто ложатся, тяжело встают, долго смотрят в одну точку. Походка у них неуверенная, напряженная, могут наблюдаться частые мочеиспускания. Животные часто спотыкаются, возрастает возбудимость, повышается чувствительность кожи и наблюдается тремор мышц, морды, ушей, боков. Это состояние может закончиться даже гибелью животного. Это я вам перечислил только самые основные симптомы этого заболевания, которые могут наблюдаться в относительно небольшого количества животных. Но коварство этого заболевания в том, что у большинства животных эти симптомы могут быть смазанными, то есть не так ярко выраженными. При этом однозначно сказать, что у коровы наблюдается именно пастбищная титания, достаточно сложно, но молочная продуктивность при этом значительно падает. Титания КРС возникает из-за резкого перехода от стойлового содержания к выпасу на пастбищах, смены рациона и дефицита в нем магния. А лактирующим коровам магний требуется в больших количествах. Молодая трава содержит очень много протеина и в частности амидов, которые быстро расщепляются в рубце, что ведет к образованию избыточного количества аммиака. Это приводит к нарушению работы рубца, увеличению его щелочности и пониженному усвоению магния. Весенние травы настолько быстро растут, что не успевают быстро накапливать магний и кальций. Но при этом в них идет чрезмерное накопление калия и азота. И если в почву еще вносились калийные удобрения, то концентрация калия в траве достигает критических размеров. Антагонизм калия и азота приводит к резкому дефициту магния и возникновению данного заболевания. Возникновению пастбищной титании также способствует холодная дождливая погода. В этих условиях травы приостанавливают свой рост и начинают накапливать в тканях воду. При этом концентрация магния в них падает, что и является одним из условий возникновения титании. Также низкие температуры снижают активность механизмов, регулирующих баланс магния и всасывание его в тонком отделе кишечника. Способствует возникновению пастбищной титании и перевод коров с пастбищ со скудным рационом на поля, где много сочной травы. Как показывают исследования, одной из самых главных причин возникновения титании есть кормовой стресс. Особенно если корову в зимний стойловый период кормили кормами, бедными на содержание магния. Сюда можно отнести солому, грубое злаковое сено, кукурузные стебли. Так вот, мало того, что в этих кормах мало магния, так мы еще выгоняем корову на пастбище, где магний в еще большем дефиците. И при этом у коровы еще и работа рубца не перестроена. Это огромный кормовой стресс для организма коровы. К факторам, способствующим развитию гипомагнемии у коров, относится и нехватка поваренной соли в рационе. Чтобы избежать случая возникновения пастбищной титании, необходимо обеспечить корове постепенный переход с зимнего рациона на летний на протяжении от 7 до 10 дней. Для этого в первые 5 дней объем зимнего кормления сохраняют, но перераспределяют его на утро и вечер, если зимой кормили коров 3 раза. Днем коров пасут, начиная с 2 часов в сутки и увеличивая к 5-му дню до 6 часов. Далее за 3-5 дней зимнее кормление постепенно сокращают в 2 раза и реализуют его только в вечернюю дачу, чтобы корова могла за ночь все это съесть. Обычно переходный период длится 12-14 дней, но если будет холодная и дождливая погода, то тогда корову следует подкармливать соломой или сеном. В дождливую погоду длительность выпасов сокращают до 3-5 часов и коров подкармливают грубыми и концентрированными кормами. Для предотвращения возникновения титании необходимо включить в рацион добавки, содержащие в своем составе магний, окись магния, сульфат магния, карбонат магния и другие. Также в добавках должна быть и поваренная соль. Причем делать это надо задолго до начала пастбищного сезона, дней за 20-30, поскольку магний усваивается медленно и в небольших количествах. Кстати, титания бывает не только весной, но и осенью в результате скармливания большого количества низкокачественной соломы или свекольной ботвы, которые бедны на магний. Если же заболевание все-таки возникло,
то внутривенно вводит 100-150 мл раствора магния сульфата 10%. Можно вводить с глюкозой 40%. И 150-200 мл раствора кальция хлорида 10%. Повторно магния сульфат с глюкозой вводит не раньше, чем через 3-4 часа. Вместо магния сульфата внутривенно можно использовать магния хлорид и кальция хлорид по 15 граммов в 250 мл воды. При рецидиве кальция глюконат. Эффективны комплексные препараты кальтрим, кальфосет, фосфосан, кальфостим. Из рациона срочно удаляют зеленые сочные корма. Вводят силос, сенаж, сено бобовых, солому, корнеплоды. Можно также давать и ячменную дерть. Если делать все правильно и заблаговременно, то никакая титания вашим коровам не страшна. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!